для чего мы делаем вот так. Держать можно как угодно. Здесь, здесь. Как ты нитку в иголку вставляешь? Куда ты прислоняешь автомат? То ничего страшного, я так делать не буду. А убить человека или попасть в мишень ты считаешь таким образом легче. У них был шлем. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Мы сегодня находимся в офисе компании Тир-Рубин. Со мной сегодня Екатерина. И сегодня у нас будет урок по стрельбе из автомата. Или карабина, кому как удобнее. Так, заранее хочу сказать, что это макет. Правильно? Да. И если даже я навожу его на свои части тела, это ничего страшного. Ну, блин, это просто бред на самом деле, когда люди пишут или снимают про меня видео и говорят, он наводит оружие на свои части тела или на других людей. Поэтому это макет. Голова, если работает у вас, обязательно должны понимать. Так, Кать, с чего у меня начинается тренировка по карабину? То же самое. Как человек двигает руками, ногами? Благодаря чему? Вообще. Благодаря мозгу. Конечно. В первую очередь мы должны научить мозг, который будет отправлять сигналы к рукам и к ногам. И поэтому ты должна во всем знать причинно-следственную связь. То есть для чего мы делаем вот так. Для того, чтобы так и так, так было. Понимаешь, когда, допустим, инструктор говорит, делайте так, и не объясняет, для чего так делать, боец или гражданский человек не делает так, попадает вроде, и думает, да ничего страшного, я так делать не буду. Но вследствие этого что происходит? Он попадает, но попадает чуть медленнее, или чуть отклонение пули уже другое идет. Допустим, у нас мишень-то есть на 25, 50, 100, 200, 300 метров. Да? И если у нас есть отклонение на 25 метрах пули, то на 300 метров это отклонение будет огромное просто. И уже будут вследствие этого промахи. Поэтому первый вопрос. Вот ты тоже стреляла уже. Куда ты прислоняешь автомат? Покажи, вот сама, вот когда ты стреляла или когда тебе показывали. Пальчик на спуск не ставим, да, не ставим пока. Давай, ставь, прицеливайся. Вот. Удобно так? Не очень. Ну, смотри, мы с тобой занимались с пистолетом. И мы, то есть автомат и пистолет мы же можем купить, ну, даже макет. Можем купить. Кстати, если что, обращайтесь за лазерными пистолетами, короче, да, или автоматами. Мы можем, вот я могу купить этот лазерный автомат? Да. А он может купить меня? Нет, конечно. Нет. Поэтому он наш раб. Он должен двигаться так, как мы хотим. Допустим, помнишь, я говорил, ложку мы ведем к рту? Но ее не совсем удобно на самом деле вверх поднимать. Ее удобно вот сюда подвести. На самом деле вот так зачерпнул и сюда. Мы же не наклоняемся ртом. Или, допустим, как ты нитку в иголку вставляешь? Просто покажи. Вот. А почему ты не делаешь? Подними плечо. Подними плечо. Вот, давай. И вот так. Вот так. Неудобно. Неудобно? Ничего Нет. себе. То есть нитку в иголку вставить неудобно, а убить человека или попасть в мишень ты считаешь таким образом легче. Нет. Ты вот образно берешь, поднимаешь плечо и вот так голову ставишь. Ну, совсем неудобно, потому что в процессе стрельбы нам надо двигаться вперед, назад, влево, вправо. Да? В фильмах тоже смотрим. Кстати, мы скоро будем снимать опровержение по разным фильмам. О, Ну, ты не в курсе, да? Ну, мы с тобой будем снимать. мы с тобой? Да, мы Я с еще тобой не в будем курсе. снимать, да. Не с кем-то, а с тобой. И поэтому вот так ходить, например, вот идти вот так с поднятым плечом назад не совсем удобно. Теперь подними руки вот так. Вот. Отпусти плечи вниз, как бы. Вот. Теперь вот я поставил 2 пальца. Дави телом на 2 пальца. Дави сильнее, 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 сильнее. Нормально, да? Все. Теперь не так больно, да? Не так. Да. Подними плечо. Вот. Подними, подними. Вот. Видишь? Чувствуешь? Да. Вот. Видишь? Там у нас есть болевая точка. Если мы... Почему у людей есть заблуждение, что отдача очень сильная? Они поднимают плечо при прицеливании, и туда бьет приклад.
И из-за этого больно встает. И из-за этого человек думает, что отдача сильная. Любой ролик, посмотрите, они вот прицеливаются вот так. Образно. Раньше мы стреляли вот так. Это не было бронежилетов, нужно было уменьшить силуэт на этом. Оружие было не такое точное, да. Потом то же самое пистолет, одной рукой. Почему стреляли? Пушкин, Дантес, там, Лермонтов, одной рукой, потому что нужно было уменьшить. Из 20 метров попасть не могли, потому что, оружие было не точно. Когда появились бронежилеты, мы начали стрелять вот так. Почему вот так начали стрелять? Локоть поднимали. А бронежилет был вот отсюда, и здесь автомат соскакивал. То есть бронежилет был вот отсюда, и автомат соскакивал. Это к слову о том, что многие думают, что эту стрельбу, армейскую стрельбу, разрабатывали очень умные люди. Нет. Почему-то они не могли позвонить и сказать: ребята, неудобно так стрелять. Мы выводим локоть, и что у нас происходит? Когда мы выходим из-за укрытия, локоть впереди. И все. Дальше бронежилеты стали удобны. И более того, я тебе расскажу, нас учили стрелять вот так. И нам говорят: да, вот так. Это буквально 2000-е года, 98-й, 2000-й, вот так. Мы говорили: зачем так стрелять? То есть попасть невозможно. Нам говорили: вы что, спецназ Альфа стреляет так, и вы тоже должны так стрелять. А как ты думаешь, почему они так стреляли? Отдача, может, нет? Нет. У них был шлем. Алтын, видела шлем? Да. Как ты поставишь? Да. Невозможно прицелиться. И поэтому сюда невозможно. Шлем мешает прикладу. Начали ставить сюда. И если кто-то не верит, можно пойти в музей, находится в городе Тула, оружейный музей, и там есть автомат Калашникова с прикладом. Вот. И вот здесь вот такая выемка, и здесь сюда идет приклад. Это для того, чтобы шлем вставлялся в это место, и чтобы человек мог прицельно стрелять. А люди, которые тренировали нас, не разобравшись, почему спецназ стреляет так, обучали нас. А вот так многие говорят, что так можно попасть. Но мы как раз сегодня на этом тире попробуем, и будет так, что мы не будем попадать. Дальше третья методика стала уже стрельба вот так. Прикладывать к плечу начали. Но на самом деле это тоже неправильно. Почему? Потому что у нас линия ствола и линия приклада на одной оси находятся. И вот так прицелиться. Как мы можем прицелиться, если мы поставили плечо сюда? Ну как? Только подвести голову. А это неудобно. Два глаза нам даны для того, чтобы определить дальность до предмета. Это биокулярное зрение, да, или как-то оно называется, я вот точно не помню. Два глаза. Одним глазом расстояние до цели практически невозможно определить. Два глаза нам дают возможность точно видеть расстояние примерно, хотя бы в мозгах. И вот такое зрение, оно совсем очень плохо. То есть, мы не можем определить дальность. У нас голова опущена вправо. Надо идти как-то лево-право. Более того, мы не видим, что здесь находится. Гражданские так имеют право стрелять. Имеют право. Потому что у гражданских нету противников, которые могут их поразить или которых надо поразить. Да? Им не особо важно. Более того, в советское время были бои фронтами, там, да, армиями, полками, там, да, батальон там, в обороне стоял. И было плевать, что там слева. Он встал, стреляет там в окопе, а здесь другие ребята стреляют туда. Ничего страшного. Поэтому и глаз закрывали один во время советской армии. Один глаз всегда закрывали, чтобы прицелиться. Сейчас нет. Сейчас у нас малые группы. Вообще, штурмовики двойками идут, тройками идут. А группа 6 человек. То есть настолько уменьшилось, компактно все стало, что один человек должен уже больше видеть и больше осознавать. Причем, знаешь, в стрессовой ситуации у человека отключаются уши, слух. А мозг оставляет только зрение, глаза увеличиваются. Это пусть какие-нибудь там психологи или там кто-то напишет. У страха глаза великие. Говорят же, у человека большие глаза. У бойцов тоже в стрессовой ситуации глаза большие. Ему кричишь: лево, слева, слева, а он вообще не соображает, что слева. Он начинает копошиться, потому что мозг
слишком много информации приходит в мозг, и он пытается некоторые чувства отключить полностью, чтобы оставить глаза. Глаза – это самое главное у него, ну, визуализация – это самое главное. Теперь, мое мнение, автомат, вот у нас есть вертикальная ось, которая делит человека пополам. Чем дальше от этой оси происходит давление, тем легче человека, ну, тем больше крутящийся момент у человека получается, да. То есть вот держи автомат, вот здесь и вот здесь. У меня руки дрожат. Вот здесь, снизу. Вот. Вот. Образно, у нас вот здесь вертикальная ось. Теперь, если я давлю вот здесь, я тебя спокойно сношу. Если я давлю вот здесь, видишь, гораздо эффективнее. То есть уже крутящийся момент уходит полностью. А отдача вот этого именно 5,45 и также 7,62 не может оттолкнуть полностью назад. Более того, у нас нету вот этого, то есть в таком положении устойчивость труднее поймать. Поэтому что мы сделаем? Вообще, если бы мы переместили автомат ровно по центру, вот как нас учили дали раньше, да, мы полностью уберем крутящийся момент. Полностью. Но в этом случае мы не можем прицелиться, потому что глаза у нас, ну, раздвинуты, да, от вертикальной оси. Поэтому нам лучше поставить под глаз. Под ведущий глаз. Какой? Левша, правша, под ведущий глаз. Теперь бери рукоятку и, нет, пальчик сверху. Вот полный этот. Бери здесь. Вот. И чуть наклон вперед. Маленький наклон. Для чего мы наклоняемся? Ты помнишь? Держи. Для чего опусти? Локоток убери. Было, нет? Для чего мы наклоняемся вперед? Ну, когда отдача, чтобы меньше было. Нет. Для того, чтобы отключить работу вестибулярного аппарата. Помнишь? Да. Качание убрать. Помнишь. А в автомате еще больше. Если ты встанешь прямо, вот, и вот под глаз прям. Видишь? Тебе или автомат очень высоко надо, или опустить голову. Да. А в этом случае мы что делаем? Смотри. Вот я держу автомат там, куда я считаю нужно скласть его, ставить. Вот. Теперь я делаю наклон. Я вот мушку целик не вижу. Я вижу отдельно мушку, отдельно целик. Я не формирую прицельную картинку. Не делая никаких усилий, я тем самым отключаю работу вестибулярного аппарата и навожу на цель. Вот ставим сюда, наклон маленький вперед. Да. И вот это у нас как бы подщечник. На нем щека должна быть, но она должна быть ровно. Вот. Пока глаз на раннем этапе плечо расслабь, опусти. Вот. Посмотри, четко видно. И удобно стоять. Сделай маленький шаг вперед. Не смотри на пол. Зачем? Ты же можешь в телефоне отойти. Я тебя на улице видел, ты там в телефоне что-то пишешь и идешь такая. Зачем тебе смотреть на пол, если ты с автоматом? Тот же самый телефон. Влево, вправо, прямо, назад. Никаких проблем. У тебя должен быть как бы треугольник, который идет вперед, и треугольник, который идет к ногам. Почему ногам треугольник? Чтобы они не были вместе. То есть здесь треугольника у нас нету, здесь у нас есть маленький треугольник. То есть я всегда говорю, два треугольника от плеч к концу ствола треугольник, и от ног к вершине головы второй треугольник. Теперь, держи. Все, локоток убирай. Вот, кстати, самое лучшее для фотосессии вот так встать, вот, чуть маленький наклон. Не держать палец вот здесь, не держать палец вот здесь. Поставить пальчик вот сюда, да. И у всех, посмотри, вот так локоть всегда раздвинут. А это не нужно, убирай, все. Чем больше локти прижаты к телу, тем меньше у тебя силуэт на то же самое, как вставали боком. Теперь, для того, чтобы попасть, обычно тренировка идет у меня с буковки П, но с тобой мы не будем на эту тему сегодня разговаривать, это будет одном из следующих роликов, буковка П. У нас есть большое количество мишеней, находящихся на разной дистанции. Теперь, почему я тебе говорю, что ни в коем случае голову ставить нельзя? Ты видел, обратил внимание, я до этого стрелял, и как быстро я попадал. Убирай. Да. Почему? Потому что я выигрываю время на том, что я смотрю на цель, поднимаю оружие, и прям мушка целик уже перед глазами, и я навожу на цель. То есть
Я смотрю на цель, у меня линия прицеливания, линия происходит. Когда я на эту линию ставлю мушку целик, у меня получается прицельная картинка. А у тебя и у многих стрелков, как получается, есть прицельная линия, они выводят автомат, и потом эту прицельную линию двигают к автомату. Не автомат двигают к прицельной, а к автомату. И потом начинают прицеливаться. После этого они прицеливаются, а пальчик у них здесь. И потом, когда они прицелились, они ставят пальчик, они вот отсюда берут, ставят сюда пальчик, иногда даже пытаются глазами посмотреть, где он. Но и во время этого человек или ровно стоит, неустойчиво стоит, уходит прицел, они опять ждут и потом ставят. Я же что делаю? Сейчас у нас вот встал, маленький наклон вперед, отключил работу вестибулярного аппарата, сделал так, чтобы голова была ниже, и сразу ставлю пальчик. Посмотри. Вот. Прицеливаюсь я благодаря вот этому пальчику. Помнишь на пистолете? Автомат – это просто большой пистолет. Пулемет – это просто тяжелый автомат. Все. Вот так у нас в мозгу должно быть. Все, что мы применяем в автомате, в пистолете, мы применяем в автомате. И обрати внимание, вот, например, мы, помнишь, вот наводили вот так на мишень рукой. Вот то же самое мы делаем с автоматом. Наводим в первую очередь, мы не просто пытаемся поднять автомат для того, чтобы прицелиться, а сразу вывести его в мишень. Видишь? Я просто делаю вот так. Природа дала нам возможность вот этим пальцем и вот этим пальцем попадать, метров 15 спокойно попадает. А у тебя как будет? Движение хода спуска примерно 2,5-2,4 миллиметра. Ну, будем считать, я не мерил специально, я это не любитель. То есть мы вскидываемся. На начальном этапе у нас отклонение от ближней мишени будет, пока еще не отработан аппарат. Да? Если ты каждый день будешь иголку в нитку вставлять, ты очень быстро научишься. А если ты один раз в год вставляешь, все равно трудно, долго. Да? Здесь, если ты отработаешь, у тебя максимум отклонения на 100 метрах будет 1 метр. 1 метр левее или 1 метр правее. Может быть выше, ниже. Но ты сразу ставишь палец на спуск, как только ты уже навелась, и во время перевода оружия на мишень уже давишь на спусковой крючок. 1 миллиметр отклонения здесь на 100 метрах это почти, больше метра практически. И получается, пока ты жмешь спуск, ты сразу вывелась на мишень. И все. Все. А мы как? И палец еще здесь, прицелились, потом нажали. Это вот, спокойно поднял, ты уже в мишени. Бум, выстрелил. Во время движения спускового крючка мы наводим оружие, подводим. Буквально, смотри, вот. Маленький миллиметр делаешь, на 100 метрах это будет метр. Вот этот. И все, реально. То есть я должен сначала научить твой мозг. Как и что, для чего делается. Как, где, куда приложить автомат, как его держать. Держать можно как угодно. Здесь, здесь. Там от вибрации, помнишь, парень написал, магазин выпадает. Нельзя держать здесь, потому что магазин выпадает. Некоторые инструктора говорят, что здесь куриная лапка они называют. Негативно, да. То есть человек говорит, все мужчины держат здесь, а здесь держат, девочки. Я так никогда не говорю, я и вот этот хват там говорю, в принципе, пойдет там, да. Но лучше всегда держать здесь. Здесь маневренность, движение автомата, то есть там потом будем отрабатывать слева, справа, сзади мишени, и ты убедишься, что самый лучший хват здесь. Но каждый человек анатомически разный, крепление мышц по-разному, поэтому, если он может сделать быстро, как чемпион мира, пусть делает так. Теперь бери автомат вот сюда и вот сюда. Можно вот здесь, вот здесь брать. То есть здесь, почему здесь плохо? Слишком, когда близко две руки друг к другу, больше движение ствола идет.
больше, да, чем маленький рычаг у тебя. Если мы переводим сюда руку, у нас рычаг больше встает. Если мы там цевьё одели, еще длиннее сделали, сюда поставили, вообще отклонения ствола нету. Большой стол поставь на 2 ножки узкие, он качаться будет или упадет. Если прям широкие поставишь, никуда он отклоняться не будет. Но вот просто если посмотреть фотографии разбитых автоматов, вот часто сюда или осколки, или пули попадают. Это первое. Во-вторых, в бою прям такая фантастическая точность удержания не особо нужно. Лучше держать поближе. Но это лично мое мнение. Спорить я ни с кем не собираюсь. Мой опыт так показывает, другой опыт может по-другому. Если мы держим здесь далеко, у нас пропадает слева цели все. То есть и бери, например, вот так, ставь. И будем считать, что здесь у нас цевьё. Нам, хочешь не хочешь, надо поднять плечо. В бронежилете оно даже не поднимай, даже оставь, это поднято уже у тебя. Да. И в бронежилете не получится так стрелять. И эта стрельба, это придумал Макпул. Макпуловский хват называется. Человек компании Макпул на соревнованиях стрелял вот так. У него коллиматор, он стрелял вот так. Он стрелял без бронежилета, без ничего. Все годы над ним смеялись. Дурачок. А потом он стал чемпионом мира. По какой-либо причине. Повезло. У кого-то была высокая температура, кто-то не приехал, у кого-то осечку дало, у кого-то... И он стал чемпионом мира. И на следующий день все начали стрелять так. Все начали стрелять так, все, Без коллиматора тоже они так стреляют. А что, ему не нужно смотреть слева. Посмотри, плечо поднято. Как в бронежилете можно поднять плечо? Мне один инструктор при других инструкторах говорил: ты что считаешь, если человек устал, он может опустить плечи оба? Я говорю, в смысле? То есть я знаю, как мышцы действуют. То есть он считает, и многие инструктора считают, что вот так легче в бронежилете стоять, чем вот так. Реально. Человек говорит, легче поднять плечи. Это бред. Потом про меня видео снял человек этот. Самое лучшее, смотри, опущенные плечи. Как только ты поднимаешь плечи поднимаются благодаря трапециевидной мышце. Как только у нас трапециевидная мышца находится в статическом напряжении, у нас триммер рук начинается. Мозг отключает стабилизаторы рук. Более того, попробуй вот так побежать. Да, даже стоять неудобно. Конечно. Смотри, я вообще занимался очень секретным ушу. Если я уберу щеку, автомат начинает падать. Многие писали, что Марат приходит именно, чтобы потрогать Екатерину. Это кадр вырежи, где я вот так... И сразу пальчик на спуск, сразу. Более-менее хорошо стреляю. Она сама появляется. Я реально говорю, вот она, блин. Техника рулит всегда. В боксе, в любом спорте техника рулит.